Приветствую всех на канале со сложным названием. Новый кроссовер, получивший индекс X90, стал второй моделью автомарки Jetour, являющейся суббрендом автомобильного гиганта Chery Automobile. Он увидел свет почти сразу вслед за паркетником Jetour X70, вышедшим на рынок Поднебесной еще летом 2018 года. При этом кроссовер X90 оказался более крупным собратом предыдущей модели, отличаясь от нее вместительным салоном, способным с комфортом разместить 5-7 человек за счет увеличенной габаритной длины кузова и размеров колесной базы. В текущем 2021 году паркетник был подвергнут рестайлингу, который затронул и дизайн, и оснащение, и опционал автомобиля. Старт продаж состоялся уже в апреле, ознаменовавшись непритворным интересом со стороны поклонников бренда. Что же было изменено и каким кроссовер представляется сейчас? Об этом и многом другом расскажем в нашем обзоре. Но прежде чем перейти к обзору, хочу напомнить вам переходить по ссылкам в описании, чтобы посмотреть другие наши интересные видео про автомобили. Итак, внешние габаритные размеры кузова Jetour X90 весьма солидные и составляют 4840 мм в длину, 1925 мм в ширину и 1745 мм в высоту. Размер колесной базы насчитывает 2850 мм, а дорожный просвет остановился на отметке в 190 мм. Объем багажного отсека производителем не был заявлен, но, судя по внешнему виду, он довольно просторный. Тем более, что в авто предусмотрена возможность складывания заднего ряда сидений. Обновленная модель в зависимости от уровня оснащения комплектуется 17, 18 и даже крупными 20-дюймовыми колесными дисками с резиной размером 215 на 60 R17, 235 на 55 R18 или 255 на 45 R20 соответственно. В наличии обновленного авто более крупная фальш-радиаторная решетка и полностью светодиодные фары головного света, увесистые бампера, квадратоподобные колесные арки, практически ровная линия крыши, большие боковые двери с оригинальным рельефом, мощные выштамповки на задних крыльях, солидная корма с большой дверью багажного отделения во всю ширину кузова, дополненная оригинальными плафонами габаритных фонарей. Интерьер Jetour X90 выглядит стильно, современно, а местами даже и премиально. Например, в самой богатой шестиместной версии кроссовера предусмотрены отдельные кресла не только для водителя и переднего пассажира, но и для двоих пассажиров второго ряда. В арсенале салона цифровая панель приборов, мультифункциональное рулевое колесо, стильная и современная архитектура передней панели и центральной консоли с 9-дюймовым цветным сенсорным экраном мультимедийной системы, поддерживающий Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, интернет 4G и Wi-Fi. Также опционалом предусмотрена навигация, система кругового обзора, оригинальный блок управления климатической установкой и множество кнопок, отвечающих за активизацию вспомогательных функций. Не менее примечательна фоновая светодиодная подсветка салона, электрический привод стояночного тормоза, система бесключевого доступа в салон с кнопкой запуска двигателя, адаптивный круиз-контроль, панорамная стеклянная крыша с люком и многое другое. Из электронных систем безопасности стоит отметить систему мониторинга слепых зон зеркал заднего вида и контроля рядности движения. Также в наличии 6 подушек безопасности, площадка для беспроводной зарядки смартфонов, ABS, EBD, BAC и ESP. Новый китайский кроссовер Jetour X90 базируется на довольно простой переднеприводной платформе. Подвеска передних колес независимая, представленная стойками Макферсона. Задняя подвеска полузависимая с балкой, работающей на изгиб. Однако дорогие версии авто оснащаются задней многорычажной. Тормоза всех колес дисковые, усилитель руля электрический. Что касается силовой установки, то для автомобиля предусмотрено два варианта мотора. Первый, 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый агрегат с турбонаддувом может развивать мощность вплоть до 147 лошадиных сил и выдавать до 230 ньютон-метров крутящего момента. Такой движок работает в паре с МКПП на 6 передач, либо в тандеме с роботом с сухим сцеплением. Второй мотор обладает объемом в 1,6 литра, он уже выдает 197 лошадей мощности и 275 ньютон-метров крутящего потенциала.
Этот движок может безальтернативно работать только в паре с роботом с двойным мокрым сцеплением. По заявлению производителя, усредненный расход топлива в зависимости от силового агрегата и КПП может варьироваться в пределах от 7,6 до 8,1 литров на сотню. Со старта до 100 км в час автомобиль разгоняется за 9,5 секунд, достигая максимальной скорости, ограниченной отметкой в 180 км в час. Минимальная цена на Jetour X90 составляет $13 910. Топовая же версия значительно дороже, ее можно приобрести в Поднебесной за $19 000. Ну а на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии и всем пока!